Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 18 декабря. Поговорим о народном празднике, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, на что нужно обязательно обратить свое внимание, чтобы ваш день прошел благополучно и удачливо. Также уделим внимание и лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы не пропустить важную, нужную и интересную информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, народный календарь на 18 декабря. Итак, в народе этот день отмечали День Саввы или Савин день. В церковном календаре это был день почтения памяти преподобного Саввы Освященного. Другие названия праздника – Савва, Савин день, Савва с салом. Есть даже одна народная поговорка, в которой говорилось следующее, что Варвара варит, Савва выпекает, а Николай гостей встречает, которая объединила воедино 3 зимних праздника. И эти празднования у наших предков составляли единый цикл, в который праздновали Варварин день 17 декабря, Савин день 18 декабря и День Николы 19 декабря. Считается, что именно в эти дни осень окончательно отдает бразды правления зиме. Довольно часто на Савин день было утро морозное, а к вечеру оттепель. И такая погода считалась у наших предков, что это был символ борьбы 2 времен года. По народному календарю в этот день нельзя было ссориться и работать. Существовало поверье, что именно сегодня на улицу выходит высокий старик с седой бородой, дышит на стекла, поэтому на них и появляются узоры. А когда он топает, то лес шумит, а когда кричит, снег идет. Встречаться с ним было очень опасно, так как он мог заманить человека в лес и заморозить его до смерти. Поэтому все старались в этот день сидеть дома и пораньше ложиться спать, чтобы даже через окно не увидеть злого старца. В этот день можно было молиться и вести богоугодные беседы, тем самым радуя святого Савву, в честь которого и назван этот день. Вы знаете, Савву называли еще сальником, так как он играл с природой, напуская сначала мороз, а потом повышал температуру, и начиналась оттепель. Получалось, что он так называемо солил снег. Сальника нужно было поприветствовать, налить небольшую лужицу воды, которую он заморозил, а потом оттаивал. По традиции в этот день незамужние девушки начинали вышивать полотенца для своего суженого. Считалось, что чем быстрее вышьет, тем скорее замуж выйдет. Ткань для полотенца давала мать девицы, которую пряла специально для этой цели. В Савин день принято было проводить различные ритуалы и обряды на здоровье, на красоту, на плодовитость и семейное счастье. А кто родился на Савин день 18 декабря, считался, что в жизни многого добьется. Эти люди обладали сильным и волевым характером, отличались трудолюбием. А в качестве талисмана им подходил хризоберил, помогающий привлечь внимание любимого человека, удачно заключить сделку и быстро решать любые сложные вопросы. Но в этот день наши предки знали, что нельзя было делать для того, чтобы не привлечь несчастье, беды и проблемы в свою жизнь. Поэтому по поверьям наших предков, главное, что нельзя было делать 18 декабря в Савин день, так это работать. Если верить народным приметам, толку от такого труда никакого не будет.
Лучше провести этот день в разговорах, например, за чашкой чая, посетив родных и близких. Если же 18 декабря от работы невозможно было отказаться, то перед тем, как к ней приступать, надо было попросить благословения у святого, поскольку тот, кто это не сделает, будет наказан серьезно деньгами. Потеряет кошелек или потратит, как вариант, немалую сумму на какие-то бесполезные покупки. Не стоит в Савин день ругаться владельцам машин, иначе может случиться серьезная поломка автомобиля или же и вовсе авария. Поэтому сегодня надо держать свои эмоции под контролем, не обращая внимания на водителей, нарывающихся на конфликт. Нельзя было и 18 декабря ходить в гости к малознакомым людям. Есть вероятность прихватить в их доме проблемы, болезни, неприятности, которые могли после принести домой. Поэтому лучше в Савин день 18 декабря отказаться от приглашений, да и к себе не стоит приводить незнакомцев. 18 декабря наши предки знали, что беременным нельзя мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью. Малышам, не достигшим 7 лет, тоже в этот день не стоит мыть волосы, так как учеба станет хромать. Не разрешалось в Савин день спорить и выяснять отношения в дороге, иначе можно накликать беду. Произойдут проблемы с транспортом, поломки, аварии и многое другое. Необходимо на слова попутчиков или водителя реагировать было спокойно. Нельзя было умершему 18 декабря класть в гроб вещи, которыми пользовались и другие члены семейства. Например, это могла быть ручка, это могли быть очки, носки и многое-многое другое. По народным приметам считается, что тогда покойник в течение года заберет за собой на тот свет еще кого-то из семьи. 18 декабря нельзя было выносить мусор в ведре, так как потом это ведро снова нужно будет принести в дом, а значит вернуть обратно все проблемы, которые должны были уйти вместе с мусором и ссором. По этой причине 18 декабря лучше мусор выкидывать в одном пакете. Также в этот день у кого имелась лошадь, не следовало ругаться, так как тем самым вы могли накликать на себя большую беду. Вот, друзья, такой вот Савин день. А теперь у нас с вами лунный календарь на 18 декабря 2021 года. По лунному календарю у нас сегодня с вами 14 и 15 лунный день, а растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Обратите внимание, что сегодня самый сильный и самый мощный день этого месяца. И этот день признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы с вами вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное мероприятие. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое 18 декабря с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать аж целый месяц. Энергетически 18 декабря очень сильный день, и только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня. В любом случае он потребует от вас активности и инициативы. Если вы сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, в рамках разумного, конечно, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь начинать новые дела, которые могут казаться бесперспективными, а также не забывайте заканчивать и старые дела, которые ждут от вас своего логического завершения. Если вы потратите энергию этого лунного дня на повседневные мелочи, на рутинную работу, то знайте, что никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня вы будете чувствовать себя совершенно разбитыми, но ничего не добившимися в этот день.
И только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. День весьма и богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову, сказанному даже невзначай, потому что все будет иметь свое значение в будущем. И уж тем более не избегайте никаких народных примет и знаков, которые нужно будет уметь применять ко всем происходящим событиям в вашей жизни. Любой источник информации 18 декабря становится жизненно важным для вас, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. И в этот период, друзья, Луна действует на людей в основном положительно, потому что она оказывает помощь в поисках друзей, позволяет получить положительную оценку окружающих и способствует принятию определенного места в коллективе. Адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, объединением людей, имеющих общие взгляды на жизнь. Время, когда Луна в Близнецах, удобно для того, чтобы получать и обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. Обычно в этот временной промежуток происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно. Возникает желание сразу взяться за все и вся. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, а также перебои в электроснабжении или увеличение числа краж – все это относится к влиянию этого дня. С другой стороны, Луна в Близнецах способствует развитию контактов между людьми, делает их подвижными и свободными. Увеличиваются возможности в получении и передаче информации, обмене мыслями, идеями. Люди желают быть в курсе всех событий, происходящих вокруг. Хотят знать о жизни и занятиях других людей, а также хотят повысить настроение какими-то дружескими посиделками и даже болтовней. Сегодняшний день, 18 декабря, призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути или курса, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте провести этот особенный день в безделье. Энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте вечеринку. Она пройдет бурно и весело. С уважением отнеситесь к любой информации, даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться сегодня для вас полезными. Что же касательно стрижки волос, то если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. Астрологи и эзотерики, если посмотреть по определенным моментам, то в этот день вы можете привлечь удачу. Достаточно, например, коснуться ножницами волос, а еще лучше сделать стрижку. Но до похода в салон красоты обязательно подготовьтесь. Полистайте журналы, поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется чем-то новым и подходящим. Подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально смотрится только на вас. Более того, не наносите на волосы ничего лишнего, ни масок, ни масел. Ламинирование, завивка или химия вас также сегодня не обрадуют. Окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствуют сегодня успеху в делах. Сделайте прическу на прямой пробор, чтобы привлечь свежую энергию. Проведите, пожалуйста, 18 декабря, день перед полнолунием, активно, реализовывая все задуманное. И обращаем ваше внимание, что грусть, тоску, плохое настроение гоните сегодня прочь, не задумываясь и не занимайтесь таким делом. Нельзя перегружать свое зрение, чрезмерно пользоваться духами и прочими ароматами.